Всем привет! Меня зовут Алексей Журавков, и вы на канале декоративных покрытий для стен. В этом видео я вам расскажу, как из обычной гипсовой финишной шпаклевки сделать две разных декоративных штукатурки. Первая — это наша классическая классика карта мира под таким шелковисто-матовым лаком. И второе покрытие — это для потолков. Очень удобно в том случае, когда у вас есть неровности на потолках, вы их не хотите выравнивать, заморачиваться с этим. И можно вот сделать легко и просто в один слой вот такие вот восьмерки. На этом объекте мы сделали полностью все стены картой мира и все потолки вот такими восьмерками. И сэкономили кучу денег на разных материалах, а также на подготовительных работах. Так что досмотрите это видео до конца и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео про разные техники нанесения декоративных материалов. Набираем пол-ведра воды и для замеса используем шпаклевку Еврогипс. Это финишная шпаклевка турецкого производства. Сразу подготавливаем несколько ведер, потому что нам надо замешивать по 2 ведра одновременно. И третье делать надо замес, чтобы у нас был эффект конвейера. Поэтому будем работать втроем, а то и даже вчетвером, чтобы это все быстро, максимально ускорить. Юра будет замешивать, Артем наносить, и я буду формировать, и еще один тоже наш работник тоже будет помогать это все дело наносить. И в принципе на то, чтобы нанести потолок 12-15 квадратных метров, может уйти у нас 20-30 минут. Открываем мешок гипса и берем ковш и равномерно рассыпаем все это дело по воде, чтобы шпаклевка успевала набирать влагу. Набираем ведро материала столько, чтобы он слегка покрывал воду сверху, чтобы не был материал жидкий после замеса. То есть консистенция должна быть сметана. В общем, как мы поняли, на пол ведра воды 7 вот таких ковшей. Это стандартный ковш штукатурный. Вот, и замешиваем. Проверяем консистенцию. Должна быть вот такая. Не должна течь со шпателя, должна держаться на нем. Замешал, вытащил миксер, взял шпатель, обязательно снял со стенок, чтобы все это не налипало. Аккуратно скинул назад, еще раз замешал и готово. Мы одно ведро замешали, сейчас мы им начинаем работать и засыпаем еще 2 ведра. Одно будет, чуть-чуть материал будет, как это, подстывать или как называть, ну вы поняли, размыкать. И второе мы будем замешивать. И вот таким образом будет конвейер. Инструмент, который нам понадобится, это обычная, самая простая вот такая кельма, шпатель с ручкой. Шпатель 120 мм, можно 100, 150, смотрите на свое усмотрение. Набираем обильно вот так материала. За счет того, что он густой, он не течет. И начинаем от угла. И будем двигаться вот так вот приблизительно шириной в метр полосами. Мы наносим материал довольно-таки густым слоем в районе 3-4 мм. Стараемся сразу заполнять все углы и не оставлять никаких просветов. То есть делаем сразу все впритык к стене. Наносим это все дело. Если попадаются камни, сразу их выкидываем. Потолок обязательно, предварительно нужно погрунтовать 1, а лучше 2 раза. Если у вас основа бетонная плита, то она очень впитывает влагу. И когда вы будете делать фактуру, вот эти восьмерки крутить, то может оттуда поступать воздух, и она пузыриться начинает. Поэтому надо хорошо погрунтовать. Идеально выравнивать потолок не надо под эту фактуру, она скрывает все неровности. Поэтому вы экономите и на материале, и на работе. Вот я нанес, допустим, кусок. Я беру, делаю фактуру, я начинаю от вот этого края. Я ставлю в самый угол и делаю движение, подобное букве английской S. Также и этот край я прорабатываю и оттягиваю от стены.
Затем вот эта часть, которая у меня остается, на ней будет основная фактура. То есть идет принцип обычной восьмерки. Я приложил шпатель, и он плывет по плоскости потолка. Все, и вот таким образом мы двигаемся вот так вот полосами через весь потолок. Сейчас 2 человека еще будут мне наносить, и я буду уже формировать сам рельеф. Вот так мы продолжаем. Идем полосами, двигаемся от окна, 2 человека наносят, и я за ними иду и все это дело формирую. В принципе, ничего сложного. Конечно, одному будет напряжненько это все делать, хотя бы вдвоем. Вот. А так, чем больше, тем лучше. Когда делаете восьмерку, кисть должна быть расслаблена. Вот. Я вообще не напрягаюсь, то есть вот, оно расслаблено, шпатель сам плавает. Я только лишь задаю ему вот это плавное направление. Вот, и все. Восьмерки должны быть у вас одинакового все вот этого диаметра, то есть чтобы не было размазни, длинные, короткие, то есть вот. Один и тот же такой делаете, повтор, и все. Двигаемся не прерываясь, чтобы не было стыков, то есть важно соблюдать одну и ту же густоту материала и равномерность нанесения, то есть толщина и наносить от стены до стены без прерываний, и все, и будет красивый потолочек. Прошло приблизительно 10 минут, мы заканчиваем потолок. Конечно, у вас это может занять чуть дольше, но это вполне нормально. То есть, в принципе, как видите, быстро идет процесс, все это накручивается. Вот, главное спешить, но не торопиться. Все, и также прорабатываем все углы. Примыкание между стен, и потом уже крутим основу. Желательно, чтобы вы стояли и крутили всегда в одном направлении. Я всегда кручу, глядя на окно. Если я буду сам менять свое расположение относительно потолка, то и ваши восьмерки, то есть рисунок будет меняться, будет некрасиво. Поэтому всегда стойте прямо и крутите в одном и том же направлении. Я думаю, что это самая такая простая отделка для потолка, чтобы скрыть неровности и удешевить стоимость выравнивания. Ну, а также он будет у вас выглядеть стильно и необычно. Наносим самый простейший вариант декоративной штукатурки. Ее по-разному называют. Карта мира, гротта, американка. Между собой они все, конечно, отличаются, но это ближе все-таки к американке. Стены у нас были предварительно пошпаклеваны и перетерты шлифмашиной жирафой электрической. Дальше мы их погрунтовали грунтовкой глубокого проникновения, и следующим этапом мы нанесли кварцевый грунт фирмы Anserglob. В разных странах это может быть разная грунтовка. Главное, чтобы в ней был крупный помол зерна. Можно сейчас приблизить, увидеть. То есть она чем-то напоминает фасадную грунтовку кварцевую, то есть чтобы получилась такая как бы шубка. Это у нас будет основа нашего покрытия, которая в принципе потом будет просматриваться. Работаем 2 кельмами. Это обычные, у меня это итальянская, но это не принципиально. То есть можно взять обычные, самые простые. Вот такие в любом строительном магазине есть. Консистенция это сметана, не должно стекать со шпателя. Я набираю на кельмы. Можете делать на крышку набирать, можете пакетами натамповывать, то есть без разницы. Сам принцип остается одинаковый. Наносим и проворачиваем кельмы, создавая однообразный такой рисунок. Это самый простой принцип выкладывания. Есть более сложные, где вырисовывается структура камня, то есть это имитация породы гротта, колотого камня. Но я показываю тут именно вот такой принцип. Расход материала в такой технике хватает одного мешка 25-килограммового на 50 квадратных метров. Работать можно одному, останавливаться, прерываться можно на любой части стены, то есть это не принципиально, стыковки видно не будет. Наносим равномерно до самого угла
И всегда проворачиваем шпатель и освежаем на него материал. Можем наносить где-то 2-3 квадратных метра и затем уже формировать сам рисунок. Дальше, вот смотрите, к примеру, формировка рисунка. Я снимаю со шпателя весь материал, беру чистой кельмой, прикладываю и без сильного нажатия делаю такие хаотичные движения, разнонаправленные. Прижатие очень-очень легкое, чтобы сильно не сплющить материал. Сейчас вот могут оставаться наплывы, это вообще не принципиально. Следующим этапом мы будем еще шлифовать его, поэтому окончательный вид у него будет совершенно другой. Поэтому наша задача пока равномерно нанести и сформировать сам рисунок. Я могу двигаться полосами вертикальными, могу горизонтально, то есть как мне удобно. Можно наносить и сразу подглаживать, не оставлять по куску. Можно наносить большими сегментами, но он может в итоге чуть-чуть перестаиваться и быть более таким уже плотным и менее податливым для формировки. Можно также наносить с помощью компрессора, но рисунок будет отличаться. Можно набивать его морской губкой, будет более мелкий рисунок, тоже красивый. Но у нас задача сделать тут вот такой он, чтобы был именно крупный. Все, и сразу приглаживаем. Мы начали работать сейчас втроем. 2 человека мне наносят сам материал, и я за ними иду, формирую рисунок. То есть ребята нанесли мне практически сразу всю стену. Материал не успевает подхватываться, я его сразу формирую такими плавными движениями. То есть сейчас его можно не выглаживать. Просто снять сейчас вот эти острые кромки, пригладить их и придать вид. Возле потолка материал еще сырой, поэтому работаем аккуратно, чтобы не добавлять себе работы и не переделывать. Стык между фактурами будет еще затираться. Вот ребята поспешили, уже коцнули потолок, но ничего страшного. То есть стык этот мы еще будем затирать и подшпаклевывать. Вот, можно будет его пальцем прошпаклевать, чтобы придать плавный такой переход между двумя покрытиями. Краситься оно все будет в один цвет. Все будет белое, поэтому нам нет смысла никакого отклеиваться между поверхностями, разделять их полярным скотчем. То есть мы себе спокойно наносим материал и все. Перетираем стены с помощью обычного полутера и ставим наждачную бумагу размером зерна 100. И так перетираем полностью все стены круговыми движениями до момента, чтобы у нас была гладкая плоскость.